день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. На своем канале я рассказываю о своей жизни в Италии, о своей семье, показываю много разного, где бываем, где гуляем, что с нами происходит в Италии. Сегодня я вам быстренько хочу рассказать о состоянии моей свекрови, о маме Массимо, так как многие подписчики меня спрашивали под видео, как мама Массимо, как ее состояние, и я коротко хочу вам об этом рассказать. Как вы знаете уже, она лежала в больнице, ее прооперировали, ей сделали грыжу, позвоночную грыжу в шейном отделе. Это была очень серьезная операция, но с другой стороны она была очень экстренная, так как была очень запущена. Дело в том, что она в своей жизни, моя свекровь, она очень замечательная женщина, очень хорошая мама, и она очень много лет проработала физически, скажу, так как у них была пиццерия, многие уже знают, что у них был фамильный бизнес, фамильный ресторан, фамилия у них очень большая, потом они немножко сократились, стала работать только их семья, то есть мама, папа, мой муж и брат отца. В общем, я такие подробности уже не помню, но работала семья, и была у них большая пиццерия. Они были самые известные в этом городе раньше, когда еще не было столь много разных пиццерий, как сейчас. Сейчас на каждом углу пиццерия, и все открывают пиццерии, так как, наверное, они думают, что это очень доходная работа. И очень много открывается пиццерий, просто, невозможно просто. Если раньше, как мой муж объяснял мне, чтобы открыть пиццерию, нужно было взять разрешение в коммуне, то есть в горисполкоме, что вокруг тебя нет другой никакой пиццерии. Если есть недалеко пиццерия, то ты не имеешь права открывать. То сейчас свобода всему, и каждый открывает, где считает нужным, хоть рядом там пусть будет 10 пиццерий, все равно люди ничем не смущаются и открывают свои новые пиццерии. Ну, в общем, об этом можно рассказывать долго, а то я что-то ушла далеко. И вот мама Массимо проработала в этой пиццерии почти всю свою жизнь почти до 70 лет. Где-то 3 года сейчас он не работает, и 3 года он как закрыл пиццерию, а так все остальное время она проработала в пиццерии. Но в основном она готовила ему мидии, вот это все, рыбные всякие блюда на кухне, где руки и вот эта поза полусогнутая в работе вся. И, конечно же, это все сейчас сказалось на ее здоровье. И потом, как человек устроен, когда мы работаем, нам нужно только работать. На себя времени нет, надо зарабатывать, надо работать, дети, еще что-то, еще миллион причин мы находим, потому что к врачу сходить нам бывает некогда. И я знаю, что многие согласитесь, пока вот в самый-самый-самый крайний момент не наступит и жареный петух уже не начнет там тебя клевать, нам бывает всегда некогда. Ну, вот так вот приблизительно получилось и у нее, что она пока могла терпеть, пока могла ходить, она это все терпела, эти грыжи. Я уверена, там не одна у нее грыжа, не только в шейном отделе у нее, но я думаю, и ниже, конечно, есть, но пока очень сильно ей мешала вот эта, которая находилась в шейном отделе. Она практически не могла уже даже ложку нормально держать в руке.
стакан, не говорю уже про стакан, что у нее просто все падало с рук. Она раньше и шила, и занималась, и готовила. Она очень вкусно, прекрасно готовила. И просто сейчас в ней, в руках, вот в этой части у нее потерялся, как сказать это, чувствительность, пропала чувствительность, пропала, пришла вот эта скованность. И она не может уже просто, не могла ни тарелку поднять, ничего. Уже старались такое самое легкое что-то ей подавать, чтобы она сама, она под нами живет, к ней ходим туда-сюда, и дети все вокруг нее живут. Вот, и пришел момент, что она уже просто была не в состоянии ничего делать. И, конечно же, она впала в депрессию, и еще и после потери мужа своего, дорогого и любимого моего свекра, она вообще пала духом. Ей, потому что после его смерти вот реально сильно, очень сильно стало ей плохо, хуже, и она буквально вот, ну как сказать, сковывалась на глазах, что ли, теряла вот все, что имела, она просто, или она от отчаяния еще так махнула на все рукой, но потом она сказала: я не хочу так жить, я не могу так продолжать, потому что я должна, на самом деле, она должна, вынуждена была звать кого-то, ну, помочь ей буквально даже раздеться, одеться. Человек, который всю жизнь был активным и двигался полных сил своих, да, это же как тяжело потом осознать, что ты раз и все, и ты вынужден просто элементарно, чтобы даже сесть на своей кровати и одеться, ты должен кого-то позвать, чтобы тебе помогли или одеться, или раздеться, и вообще, или просто сходить в магазин. Она водила машину до 70 лет, и даже водила еще машину, да. Но потом это все как-то остановилось резко, и все забили в колокола, что делать и как ей помочь. А вся ошибка была в том, что все ходили не к тем врачам, ходили к ортопедам. Ортопед назначал какие-то лечения, проделайте вот этот курс, проделайте вот этот массаж, вот эту терапию, то иглоукалывание, то электро какую-то там еще, то на дом к ней целый год почти, к ней с перерывами где-то месяц, с ней ходил физиотерапевт и делал ей какие-то упражнения, и все не туда, и никаких улучшений не было. Наоборот, мы замечали, что идут прогрессивные ухудшения, вот просто быстро. Я извиняюсь, может, я неправильно выражаюсь опять, но ей становилось очень заметно хуже. Ну и вот буквально где-то, может, месяц назад, кто-то ей посоветовал сходить к нейрохирургу. Сказали: ты неправильно ходишь, не надо к ортопеду, тебе надо идти к нейрохирургу. И вот тогда она пошла к одному нейрохирургу. Это была молодая женщина, она очень удивилась, как она ее приняла. Ну, естественно, все платное, потому что в очередях записываться это не доживешь. Это просто не доживешь до тех сроков, когда тебя будут куда-то еще записывать через поликлиники, чтобы заплатить хотя бы поменьше или как-то. Это все бессмысленно, и не хватит ни сил, ни здоровья. Поэтому она пошла к частному доктору, вот нейрохирургу, которая ей сказала: вы что, вы в таком состоянии, что еще немножко, и вы просто останетесь в кровати. Вы даже не сможете сползти. Если она сейчас сползала на свой стульчик, у нее такая колясочка была, помогала ей впереди идти, она вот держала ее, как там и тормоза есть, в общем, на пульте управления, такая вот, чтобы ей помогала ходить, просто чтобы она не упала. Она говорит: вы даже и с ней не сможете ходить, еще немного, и просто вы останетесь в постели. Ну, все в панике, она назначила там дополнительные какие-то еще анализы,
новую МРТ или КТ, в общем, все, что нужно было, все снова быстро сделали в течение месяца. И она еще вспомнила про своего старого врача, к которому она когда-то, лет 20 назад ходила. Представьте эти сроки, что ее это все еще беспокоило 20 лет назад. Но тогда ей врач сказал, ни в коем случае операцию вам нельзя. Ну, нельзя, наверное, 20 лет назад она еще была полна сил, двигалась, и, наверное, врач сказал, что ей не нужна операция пока. Ну, в общем, она решила пойти к тому же доктору, к которому ходила 20 лет назад. Он в полном здравии, работает в отличном состоянии, мужичок. И ее повезли к нему, послушать его тоже, что он скажет на все это, что ей предложили операцию. И что вы думаете? Он точно так же поддержал эту операцию, сказал, вам срочно нужно делать операцию. Ну вот, срочно так срочно, и все, и положил он ее в свою, где он работает, в частную клинику, где он принимает пациентов, где он оперирует сам этот доктор. И ее туда положили. Вот туда было минут 40, полчаса езды, я вам рассказывала, когда мы ездили туда на операцию, простояли там. Как проходила операция? Мы, значит, простояли там с часу дня. Ей, во-первых, ее положили, скажу, во вторник. Но это уже было той неделей. Ее положили во вторник. В среду сделали операцию. Хорошо. Мы стоим все, вот родственники, ее сестры поехали с нами тоже, моей свекрови сестры поехали. И вот мы все дети, ее 3 детей у нее, дети, жены их, дочка ее тоже, да. И, в общем, мы сидим, ждем. А дочка внутри, да, дочка внутри с ней была как ухаживающая. Они взяли платную палату, чтобы дочка могла с ней находиться, так как в палатах по 2 человека, и чтобы не мешать другому больному, может он против, чтобы кто-то там находился, это же все privacy. И они взяли платную палату. И дочка сразу, ее заставили сделать тест, и бабушку заставили сделать тест, и она, в общем, зашла туда, а мы все в коридоре там стоим, нельзя ж находиться. Мы все как-то делаем вид, что мы друг с другом не знакомы, так как на этом же этаже проводили и частные какие-то визиты к другим докторам, поэтому мы делали вид, что мы друг друга не знаем, такие сидим деловые на стульчиках, кто ходит, ребята ходили, а мы сидим с тетушками его, Масимо тетями, в общем, и потом нам сестра изнутри сообщает, что сейчас ее уже готовят. Все, мы как повскакивали к двери все. Она не знала, что мы все зашли, смогли зайти, что мы все будем ее ждать, и что, чтобы она нас увидела. Она как увидела своих детей, своих... Ну, у нее был страх. У нее был очень большой страх, да и у нас тоже. А страх у нас был, знаете почему? В другой больнице. Еще муж ее был живой. Мужа уже нет... В январе будет 2 года, ну, 1,5 года, скажу, нет уже. Но это было до этого, она должна была себе прооперировать плечо, сустав должны были ей поменять. И мы опять же все вот так хором стоим, помню, Миланка приехала со своим портфелем еще с университета, и вот там стоим все и ждем. И минут через 20 к нам выходит доктор и говорит, кто родственники такой-то, такой-то. Мы все такие, мы, что, почему, как, и что вы думаете? Нет, мы не начали оперировать, так как она себя почувствовала очень плохо. А почувствовала она себя очень плохо почему? Потому что анестезиолог ошибся, что-то сделал не так, и она у них просто умерла на столе. Это, слава Богу, они ее смогли завести. Я не знаю, мы так и не узнали, что он сделал, этот анестезиолог, ей.
дозу дал большую, говорят, задел какой-то нерв сердечный, и сердце просто выключилось, и все. В общем, она у них на столе умерла. И когда еще нам сказали, что и даже и не начали делать операцию, ну, через 20 минут к нам вышли обратно с операционной и сказали, мы не начали и не будем делать операцию, сейчас мы ее переведем в палату, стабилизируем, успокоим, приведем в чувство, и потом, возможно, завтра вы ее заберете. Наше состояние, ладно, то прошло, мы все это пережили, от счастья, что она вернулась домой, уже никто ничего не хотел. Она сказала, все, я забуду про эту операцию, не хочу, не буду, в общем, все. И вот представьте наше состояние сейчас снова опять в другой больнице, но опять анестезия и операция серьезная, около 3-4 часов должна была идти операция. И вот наше все, никто ничего не говорил, но внутри, конечно, все очень сильно переживали. Ну и вот, когда ее вывезли на кровати этой, не каталка, они прям саму кровать везут. Вот у нас каталку как-то перекладывают, они здесь нет. Здесь та же кровать, она на колесах, где она лежала потом, как ее привезли после операционной. Саму кровать везут прямо в эту операционную, к лифту, вот так и в лифт грузовой, и вниз. И она, когда нас увидела, все, конечно, Рита, не переживай, мы здесь, она расплакалась, в общем, проводили мы ее, и она уехала. И все, и пошло время. Пошло время, долгие 3 часа мы ждали, разговаривали, сидели, ну и вдруг ее привозят обратно. Переживали самый первый час на случай, если вдруг ей опять что-то станет плохо или опять что-то не так пойдет. Ну, раз час пошел, мы переглядывались друг на друга, говорили, ну, время уже, да, уже так показывали на часы, типа, идет операция, никто не бежит, никто не идет. Ну, в общем, было очень страшно, мы очень переживали все. Ну, слава богу, все завершилось удачно. Операция закончилась, все удачно, все хорошо. Единственное, нам сказали, что там бы было еще над чем поработать, но мы не рискнули, так как ее состояние и наркоз, в общем, по времени они уже не рискнули, но удалили самую большую. Поставили там стенд, что они там делали. В общем, они что-то сделали и удалили эту грыжу. Хотели еще поменьше, которые были, тоже извлечь, но не рискнули. Тоже не знаю почему, что им помешало, какое состояние. Если она уже в наркозе, какая разница уже бы. Но, видать, что-то было не то опять. И слава богу, что они остановились. Зато она открыла глаза и увидела того же доктора, который ее усыплял перед операцией. Он же с ней разговаривал внизу, и она ему, бедная, говорит: доктор, я потом хочу также увидеть ваше лицо, когда проснусь. И вот он, когда уже будил ее доктор, он ей вот так вот делает и говорит: вы меня видите? Ну что, посмотрите на меня, вы меня видите? Она потом нам это рассказывала с таким счастьем на лице, говорит: доктор ко мне подошел и мне говорит: вы меня видите? Я говорю: ну как, вы же сами попросили, чтобы он вас опять же разбудил и показал свое лицо. Ну, в общем, все закончилось удачно. 3 часа прошло после операции. Мы буквально на секунду бегали к ней в послеоперационную палату. Ну, палата же была платная, там она одна была. Так как по требованиям, значит, один выходит, другой заходит, но это в тех палатах, где другие пациенты лежат, если лежит, чтобы им тоже не загружать палату или не мешать им, или как-то вот так. Или если у них тоже есть свои родственники, которые хотят. Но у нас-то она одна лежала, и вот мы, значит, бегаем, один забежит. Что-то так повезло, что такого сильного контроля не было. И вот
одна сестра, вначале дети, два сына. Один пошел, выбежал, потом другой забежал, вышел, потом тети пошли, потом мы с Нохи пошли. В общем, а потом получилось так, что мы все вчетвером оказались в палате около нее, но ей было очень плохо. Наркоз отходил, и вот это все, она дрожала, трясло ее, просила сделать, чтобы ее обезболили. И мы быстренько, главное, что мы убедились, что она проснулась, все, и дочка осталась с ней, и мы все ушли. Уехали домой, счастливые, довольные. Все завершилось, наконец-то то, чего мы боялись, прошло, и хорошо прошло. Услышали, увидели маму, да и поехали домой. Пробыла она там среда, ночь после операции, четверг и пятница, и в субботу мы ее забрали домой. Представляете, 3 дня, и мы ее забрали домой. Мы ее забрали домой уже в субботу. Она уже в 11 часов утра в субботу была у себя в квартире. Такая счастливая, такая довольная. Ей единственное поставили этот, ну вот этот такой, для шеи. Сейчас сразу не вспомню. Бандаж. В общем, вот такую штуку, чтобы шея не сгибалась. Ну, вы поняли. Довольная, счастливая, и мы, конечно, тоже довольные и счастливые. Теперь, значит, что? Сейчас ей делали... антибиотики здесь не делают. Здесь делают кортизон. Я доделала ей 3 укола еще. 3 дня ей сделали в больнице, потом 3 дня я ей сделала здесь. Мне было очень странно. Ну, вообще здесь, да. Кто живет в Италии, они знают, что кортизон у них от всех болячек, и от кашля, и от горла, и от температуры, и от инфекции. И вот он, видимо, как антибиотик. Ну, там доза, конечно, маленькая, и поэтому нет никакого вреда. Она себя чувствует прекрасно. Настроение у нее намного лучше, чем было перед больницей, потому что она, представляете, она даже чувствует мелкое какое-то улучшение в своих пальцах, в своих руках. Она говорит, я их не чувствую больше такими тяжелыми. Как будто, говорит, они после просыпаются, ну как, вот мелкие эти бегают по ним, как будто бы, говорит, да, вот как будто долго лежала, и потом бывают вот типа этих, да. И вот у нее такое сейчас состояние, она сама не замечает того, что она уже начала поднимать до головы, она не могла даже до плеч руку вот так вот сюда поднять. А сейчас она сама не замечает того, в разговоре она и жестикулирует руками, и поднимет, и опустит, и разведет. И все, кто ее видит, вот кто ее приходит проведывать, они все говорят... Ты посмотри, как она руками своими размахалась. Она говорит, я сама не замечаю, а все, кто со мной разговаривает, они все замечают, и мне все говорят, ты посмотри, как ты руки поднимать стала, ты посмотри, как ты ими двигаешь, ты посмотри, и пальцы, и вот прям, ну все, она их не чувствовала, она их вообще не чувствовала. Что-то не чувствовала, даже горячее, холодное не чувствовала, ничего. А сейчас вот такие у нее небольшие уже изменения. Но, я думаю, изменения будут, еще очень рановато, к ней должен начать ходить снова физиотерапевт, и который будет ей разрабатывать, но пока должны снять швы. Так что вот так вот. Вот такое быстрое излечение, даже могу сказать, исцеление, что человек... просто ожил, она просто ожила после этой операции, хотя бы потому, что она такую сильную боль уже не чувствует. И то, что она говорит, я радуюсь больше тому, что я уже нахожусь дома возле своих детей и своей семье. Вот такие у нас новости. Так что благодарю каждого, кто интересовался, кто спрашивал, как она себя чувствует. Чувствует она себя очень хорошо, проходит дальнейшая реабилитация, ходит она также по дому, будет ходить потихоньку двигаться. И пока она 2 месяца должна носить эту штуку для шеи, и где-то через недельку ей должны снять швы. Порезали ее спереди, не сзади, а спереди, сбоку. Вот такой шов у нее большой.
Да, и будет проводить, после того, как снимут у нее швы, будет проводить вот эту терапию на разработку, я думаю, всех частей тела, чтобы она более-менее как-то открылась, что ли, чтобы ей было легче. Потихоньку с ней будут проводить вот такие разные различные упражнения. Думаю, я вам все рассказала. Еще раз вас благодарю каждого за поддержку. Массимо очень приятно было. Я ему тоже все читаю, все перевожу, рассказываю. Сейчас он стесняется подсесть ко мне, а так он тоже здесь находится со мной на кухне. Сидит он там себе и в телефончик смотрит. Просила я его сесть сюда. Я говорю, иди садись, я рассказываю про твою маму. Он говорит, нет, ты сама, ты сама. Ну, вот так вот. Ну, ничего страшного. Я думаю, я рассказала все, что было, и, в принципе, скрывать нечего. Я просто была приятно удивлена, что всего 3 дня понадобилось на операцию, чтобы она пришла немножко в себя и отправили домой. Отправили домой, и теперь вот она дома и безмерно рада, что она дома. Ну и все, дорогие мои друзья, буду заканчивать уже свое видео. Буду ждать ваших комментариев. Зрители, которые еще не подписались на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, потому что у меня на канале очень много интересного и завлекательного. Когда мы гуляем, когда мы просто дома сидим или еще про что-то другое рассказываем. А моим девчонкам огромное спасибо. Бачи-абрачи, как говорится по-итальянски. И буду ждать ваших комментариев. До новых встреч, дорогие мои. Пока-пока.